on my pillow, leave the winter on the ground. I wake up lonely. Великая сила искусства. Автор Айя, соавтор Дорадо, читает Кэт Уилд. Глава 8. Тэхён уснул почти сразу, просто отключился, и едва прозвучали повелительные слова. Проснулся он уже поздним утром от какого-то движения рядом и машинально прижал это теплое шевеление к своему боку. Обхватил поперек груди, ткнулся носом в волосы, вдыхая легкий запах шампуня. И сполз чуть ниже, сонно трогая губами шею Чимина в нежном местечке, где она переходила в плечо. «Доброе утро!» — хриплым ото сна голосом, не отрывая глаз, предположил он. «Доброе!» — отозвался Чимин, совершенно не представляя, сколько сейчас времени, но явно позже, чем обычно. «Кажется, телефон звонил. Может, это из отделения, и можно ехать за документами, а мы все проспали». Как только он взглянул на часы, моментально подскочил, потревожив остаточную сонливость своего напарника. «Тэхён, немедленно встаем! Уже почти полдень!» «Ну, что же делать?» — философски возразил тот. «Зато выспались». Вкусная шея с нежной кожей и теплым запахом из-под губ исчезла. И Тэхён нехотя открыл глаза. «Все равно уже проспали. Что сейчас суетиться?» «Я никогда не просыпал в рабочие дни». Чимин выглядел растерянно. «Это вообще против всех моих принципов». Но выспался он просто отлично. Редкий случай, когда во время сна действительно отдохнул. Ничего не болело, не затекло, голова была свежей. Или это потому, что они вчера выпили куда меньше, чем обычно? Вставай, я быстро закажу кофе и завтрак, а потом буду всем звонить, если сами не позвонят. Вот неугомонный. Тэхён засмеялся. Я тоже не просыпал в рабочие дни. Меня в крайнем случае Саджун поднимал. Но все бывает в первый раз. Иди сюда. Если просыпаешься с кем-то, утро должно начинаться с объятий, промурлыкал он. Постельный этикет от Ким Тэхёна. Да сколько ж можно обниматься-то, заортачился Чимин. Работать мы когда будем? Какой? Ты говорил, у тебя характер? Переспросил напарник. Что-то я вчера слышал про замечательный. Вне рабочего времени он действительно такой. Чимин совсем встал и сложил руки на груди. А остальное не терпящее разгильдяйства. Потом он, правда, заулыбался и добавил. Вставай, пожалуйста, а? Тэхён поднялся, потягиваясь всем своим гибким телом. Набросил скинутый во сне халат просто на плечи и босиком прошествовал мимо с видом принцессы инкогнито. Я первым в душ. Про утро ты ничего не говорил, только про вечер, заявил он. И растормошил Чимину макушку, чтобы тут же ускориться и скрыться в ванной. У тебя максимум полчаса, крикнул тот, а потом пошел заниматься делами. Пока Тэхён мылся, Чимин успел везде позвонить и все выяснить. Отдел из Вашингтона сумел придать ускорение местным полицейским. И даже по телефону было слышно, как им это не по душе. Но можно было ехать за отчетом. Ничего удивительного не случилось. По результатам коллекционер скончался от сердечного приступа. Все-таки возраст и хронические болезни. Чимин в очередной раз пожалел, что тогда упустил возможность и не вытянул из него всю информацию сразу. Забыл о том, что люди очень хрупкие существа. Сегодня они есть, завтра их уже может не быть. Или даже сегодня же. Чимин заказал и завтрак, и билеты до Лос-Анджелеса. Все успел. А еще попросил приветливую девушку из отделения в Сан-Франциско, чтобы в следующем пункте их назначения у них тоже был 1 на 2 номер. Ну а что такого? Это удобно и гораздо дешевле.
Все необходимые документы должны были прислать прямо в отель через пару часов. Вылет был поздно вечером. У них был целый день, чтобы съездить в отдел полиции Алабамы, посмотреть в их недовольные лица, забрать документы, собрать вещи и двигаться дальше. «Ну и отлично, все успеем», — резюмировал Тэйхён, услышав об этом. «Возможно, я еще успею попрощаться с Оливией». Он уже не протестовал против местной выпечки, уплетал слойку в прикуску с воздушным омлетом. «Тимини, когда вернемся в Сан-Франциско, я отведу тебя в ресторан, который держит Саджун и его семья». «Не успеешь ты попрощаться», — усмехнулся напарник. «Оливия работает до 8 вечера. Мы уже будем на пути в аэропорт». А вот против ресторана он, конечно, ничего сказать не мог. «Какая жалость!» — вздохнул Тэйхён. «Ладно, оставлю ей прощальную записку. Какая девушка!» Он мечтательно улыбнулся. Тот факт, что вчерашним вечером его больше интересовала не прекрасная Оливия, а беспокойство за Чимина, он предпочел отпустить. Перед тем, как они вышли из номера, Чимин с трудом нашел кольцо, которое вчера сразу же снял, как только увидел Тони. Увидел и спрятал в кармане. А потом оно, видимо, выпало, пока он раздевался в ванной, потому что обнаружилось оно именно там. А Тэйхёну пришлось дожидаться своего напарника и слушать его причитания, пока искомое не нашлось. Вылет в Лос-Анджелес задерживался. Тэйхён с ужасом посмотрел на переполненный зал ожидания, схватил Чимина за руку и повел к дежурному, на ходу разворачивая удостоверение бюро. Они просидели на низеньком диванчике в бизнес-зале до середины ночи. Чимин дремал, привалившись к плечу Тэйхёна. Там, по крайней мере, было тихо. Самолет прибыл в Лос-Анджелес ранним утром. Тэйхён, подремавший в полете хорошо, если пару часов, тер глаза. Его немного знобило и болела голова. «Давай сейчас в отель. Примем душ, можно вместе. Переоденемся, позавтракаем и сразу к Карморе. Он живет где-то в пригородах. Надо до него добраться», — предложил он. «Вместе примем душ?» Чимин точно был уверен, что ему послышалось. Мало ли, может послышаться после томительного перелета, к тому же с пересадкой. «Если один начнет засыпать прямо под душем, второй может его будить», — фыркнул Тэйхён. «Мне кажется, я именно это и сделаю, когда остановлюсь на одном месте». Он взглянул в лицо Чимина и рассмеялся. «Я не хотел тебя смущать, извини. Вечно я говорю, не подумав». «Я точно не засну в душе», — фыркнул тот. «Я тебе не позволю. Буду колотиться в дверь каждые 3 минуты, если хочешь. Буду нажимать на выключатель. Устрою тебе аквадискотеку». А потом тоже засмеялся. Нельзя было сказать, что он смутился. Скорее представил себе эту картину, как они моются в тесном пространстве, и удивился, что Тэйхён так легко это предложил. Хотя чему уж тут удивляться. Выполнив утренний план, дополненный тройной дозой кофе, они, наконец, отправились к Карморе. Коллекционер жил за городом в большой усадьбе. «Представляю, сколько стоит здесь земля», — заметил Тэйхён, когда такси выехало на подъездную аллею. Он мечтал добраться до места, казалось, что от долгой поездки его укачивает. Сумасшедшие деньги. Тем удивительнее было, что дверь им не открывали довольно долго. А открыла, наконец, пожилая дама, напоминающая то ли экономку, то ли кухарку. «Мистера Кармору?» — переспросила она. «Подождите, он скоро вернется». Она проводила агента в гостиную, некогда роскошную, но потерявшую изрядную часть своего блеска, и оставила их там, пообещав принести лимонад. «У нашего коллекционера, судя по всему, нынче проблемы с финансами». Тэйхён указал Чимину взглядом на более яркие пятна обоев на стенах, где раньше, видимо, висели картины.
Единственной картиной в гостиной оказался рисунок лошади, летящей в галопе под стеклом. «Это же наш Кастильони!» — обрадовался Тэйхён. «Интересно, почему он его оставил?» Чимин заглянул за плечо напарника, быстро осмотревшись в гостиной. «А может, это все-таки оригинал?» Им принесли лимонад и печенье, а примерно через 3/4 часа подошел и сам Алан Кармора. Высокий, породистый, с легкой красивой проседью в волосах, словно сошедший со старинных испанских портретов. Если бы кастильские аристократы ходили в джинсах и светлых рубашках с закатанными рукавами и распахнутым на груди воротником. «Извините, что заставил вас ждать. Чем могу быть полезен, господа?» — поинтересовался он. «Федеральное бюро расследований. Мистер Кармора, специальный агент Пак Чимин, а это мой напарник, агент Ким Тэйхён», — представился Чимин сразу за двоих. По регламенту демонстрируя удостоверение. «Мы здесь по поводу вашей недавней продажи картины Кастильони аукционному дому мистера Андерса. Помните о таком?» «Чем же я федеральному агенту бюро не угодил?» — спросил мужчина с усмешкой и махнул рукой. «Прошу, господа, садитесь». Он и сам сел в кресло, вытянул ноги в высоких сапогах. Напарники сели напротив на свои места. «Разумеется. Я помню. Прекрасная картина», — подтвердил он. «Аукционный дом в Сан-Франциско предложил за нее высокую цену. Пока у вас есть все шансы нам угодить, господин. Мы же только пришли». Только Чимину удавалось сочетать такой услужливые тоны и прямой, даже слегка давящий взгляд при этом, когда он был при исполнении. А у него это само собой получалось, даже как-то неосознанно. И мистер Андерс уже щедро заплатил за нее. Своей репутацией, которая пошатнулась, как только эксперты обнаружили подделку. Он сейчас специально не уточнял, что вопросы у тех экспертов появились только к шелку. Но ему нужна была реакция, хоть какое-то проявление эмоций на такое заявление. «Вы хотите сказать, что картина оказалась подделкой, и я не получу деньги от ее продажи на аукционе?» Алан Кармора выглядел раздосадованным. Вот ведь. Он явно проглотил крепкое ругательство. «Если это будет единственная ваша проблема», — Чимин дернул плечами, намека было вполне достаточно. «Расскажите нам, пожалуйста, как она попала к вам?» О том, почему Кармора решил ее продать, Чимин решил спросить чуть позже. Это уже было очевидно. Но вопрос, почему он оставил еще одну, был важнее. Чимин хотел задать их по очереди, получая ответы постепенно. «Ну же, ну надо же, подделка. Я ее купил пару лет назад. Искал картину в гостиную. Мне предложили Кастильони. Я такое впервые видел. Необычная техника, да еще на шелке. У нас-то все прочие были. Обычные картины, пейзажи всякие, портреты, натюрморты. А та была необычная. Я и купил. Ту картину и этот рисунок». Он махнул рукой на лошадь на стене. «И где же вы ее купили? У кого? Нам нужны все детали, мистер Кармора». Я зашел в художественную галерею, там можно приобрести полотна. Мне ничего не понравилось. Я разговаривал с управляющим, а потом ко мне подошел молодой человек и спросил, верно ли я понял, что мне нужна картина с изображением лошади. Я ответил утвердительно. Он приехал ко мне на следующий день и привез. Не помню его имени, нужно посмотреть в бумагах. Мне понравилось. Я заплатил наличными и больше никогда его не видел. Мужчина отвечал спокойно, временами задумываясь, припоминая детали. Еще один безрассудный коллекционер. Чимин едва не закатил глаза от его речей. «Поищите, пожалуйста».
Заодно, может быть, вспомните, в какой это было галерее, когда, в какой день, может быть, даже час. Для нас важны все мелочи, вы же понимаете. Он закинул ногу на ногу, достал блокнот, и даже беглый почерк получался очень красивым. И как выглядел этот человек? Сможете вспомнить? Уточнил, не отрываясь от написания. Сейчас. Кармора подошел к шкафу, пробежал пальцами по кожаным корешкам, вынул черный блокнот, полистал его. 1970 год. Так, сейчас. Мы встретились 25 июля 1970-го. Это была суббота. Ориентировочно с 16 до 17 часов. Галерея на бульваре Уэствуд. А приехал он ко мне в воскресенье, к полудню. Выглядел... Он нахмурился, припоминая. Среднего роста, азиатской внешности. Простите, я не разбираюсь в деталях, точнее не скажу. Он был в сером костюме. Волосы чуть длинноватые. Он показал на себе примерно на 3 сантиметра ниже уха. Очень приятный голос. Вежливый, с манерами. Ах да, у меня записано имя. Ли Сабера. Чимин переглянулся с Тэхёном еще на упоминание азиатской внешности, а под конец едва не подпрыгнул. Вот это ему точно не послышалось. Но он все-таки переспросил. Вы уверены? Правда. Чем это могло сейчас помочь в поисках Сабера? Чимин не очень-то и понимал. Не дежурить же в галерее на бульваре Уэстед ближайшие полвека, высматривая лошадей. Ведь уже пару лет прошло. Этого человека с большей долей вероятности уже не было в штате. Я переспросил его имя, когда записывал, твердо ответил Кармора. За какую сумму вы приобрели у него эти картины? И, простите, рисунок придется забрать на экспертизу, а потом, возможно, приобщить к нашему делу. Разумеется, все необходимые формальности будут соблюдены в случае, если у вас в собственности подлинник, то он вернется к вам в полной сохранности. Озвучив немалую сумму покупки, мужчина нахмурился. С какой стати? Я его не продаю. Мне все равно, подлинник это или нет. Это моя собственность, в конце концов. И я купил этот рисунок. Мы и не покупаем, парировал Чимин. Это вам все равно, но в вашем доме ценная улика. Она может сохранить отпечатки мошенника. Неужели вы не поняли, что вас обманули? Вы не получите денег от аукционного дома. Вы являлись невольным соучастником мошенничества несколько лет. Вам за это ничего не грозит, так как вы весьма помогли следствию. Да, это тоже был намек. Очень толстый, сложно не заметить. Вы ведь законопослушный гражданин Соединенных Штатов, уважаемый человек, и не решили скрывать в своем доме улики? Чимин вновь переглянулся с молчащим, как рыба, напарником. Есть большая разница. Проходить в числе жертв мошенничества в особо крупном размере или в числе соучастников, мягко подтвердил Тэхён. Какие отпечатки? Отмахнулся Кармора. Разве что мои. Он раскатывал картины в белых перчатках. А я это точно помню, потому что мы еще обсудили, как сложно сейчас найти лайку высшей выделки. Слушайте, господа, жаль, что я не получу денег, но это значит судьба. Я не хотел ее продавать. Мне все равно, кто ее написал. Она мне нравилась. И этот рисунок нравится. Я бы заплатил этому парню, независимо от того, чье имя на ней стоит. Если бы вы продолжали держать свои покупки в своем доме, мы бы не пришли, высказался Чимин, деликатно опустив прилагательное «безрассудный». А почему же вы решились на продажу, раз она вам так нравилась? Из-за пожара. Кармора принялся мерить гостиную широкими шагами. Моя конюшня почти сгорела. Едва успели вывести лошадей. Денег, чтобы ее восстановить, нужно очень много.
Я продал почти всю коллекцию, которую собирала моя матушка, но этого не хватает. Долго выбирал между ними. Он кивнул на рисунок, но выбрал ту. Решил, что она будет дороже. Ну и... Он замялся, подошел к рисунку и с нежностью погладил раму. Она же как живая, видите? Джимин отложил блокнот и тоже поднялся. Я понимаю ваши чувства, но все-таки завтра мы пришлем к вам экспертов. Обещаю, что это не займет много дней. Она вернется к вам, как только мы проверим все детали. Ваш, прошу меня простить за это слово, коллега, у которого мы были совсем недавно, тоже коллекционер, на днях скончался от болезни. Сейчас этот рисунок, как и картина на шелке, это все, что у нас есть, мистер Кармора. Для вас этот рисунок живой, но для нас он сейчас гораздо ценнее. Мы его вернем. Только берегите здоровье, пожалуйста. В этом деле все может случиться. Да какой я коллекционер! Алан поник плечами. Моя покойная матушка всю жизнь приумножала коллекцию еще со времен деда. А я купил-то в жизни только этих лошадей. И то из-за своей страсти. Что же, господа, приводите своих экспертов. Выбора у меня нет, как я понимаю. Берегите ее, пожалуйста. Я бы очень хотел получить ее обратно, что бы ни решили ваши специалисты. Мы сделаем все возможное, пообещал Тэхён, избегая взгляда Чимина. Этот человек был настолько далек от мира живописи, что агенту было его просто по-человечески жаль. Совершенно непрофессиональное поведение, конечно, Тэхён это понимал. Кармора помолчал, покусывая красиво очерченные губы, и тихо, почти себе под нос, пробормотал. Придется дом продавать. И гаркнул. «Мария, покорми гостей!» Повернулся к агентам и уточнил. «Я еще могу вам чем-то помочь. Если я больше не нужен, позволю себе вас оставить. У меня еще много дел. Мария подаст вам обед, до города путь не близкий. Если еще что-то вспомните, скажите ей, она меня найдет». Он быстро вышел из гостиной, не слишком заботясь о вежливости. Судя по всему, Тэхён встал со своего места и остановился за плечом Чимина. Этот Ли Сабера мог ему сумму и вдвое больше назвать. У Карморы были деньги, он увидел понравившихся лошадей и тут же купил. Зачем так кричать? Мария добралась до гостиной. Я старая, а не глухая. Господа, подать обед в столовой? Ну что вы, мэм. Тэхён растянулся в улыбке. Мы бы съели по сэндвичу на кухне и остались бы вам очень благодарны. Его странно знобило в прохладной тенистой гостиной. Агент очень надеялся согреться в более гостеприимном помещении. Через четверть часа они сидели на кухне. И Тэхён уже оживленно болтал с единственной служащей в доме, уверяя, что они не кредиторы, не страховые агенты и вообще им нужен только тот паренек, что 2 года назад продал господину Карморе картину. Но он что-то натворил, изумилась женщина. Такой хороший мальчик, вежливый, приятный, спас наши розы. Ваши прекрасные розы перед домом, уточнил Тэхён. А что с ними было? Да, жуки какие-то их объедали. Никогда такого не видела. Он мне рецепт написал, чем опрыскивать надо. Только его средством и вывела. Тэхён быстро переглянулся с Чимином и умоляюще сложил руки. Простите, мэм, можем мы взглянуть? Получил найденный экономкой в блокноте лист бумаги и изумленно присвистнул. Чимин, кажется, он твой конкурент. Инструкция была написана изящным почерком. Мелкие буквы и длинные хвосты заглавных, их можно было бы назвать небрежными, не будь они столь идеально ровными, и в строчку, и по высоте. Какая величественная А! Какая витиеватая G! Как идеально округлая О!
пронеслось в голове столичного агента. И так буквально про каждую букву. Глаза его расширялись все больше, когда он всматривался в этот почерк, забрав лист у Тэхёна, немного смятый и выцветший со временем. Словно послание из другого мира, вытащенное из бутылки на берегу. Та записка пугала и восхищала одновременно. «Мы должны и это приобщить к телу», — хрипло сказал Чимин, когда смог оторваться от изучения рецепта. «Мэм, прошу вас, принесите мне чистый лист бумаги. Я перепишу вам содержание, ваши розы не останутся погибать». «Да что уж теперь», — как-то обреченно сказала женщина. После смерти старшего господина все пошло не так. Сначала Астор сломал ногу, потом вот пожар от газопроводки. Слишком много случайностей, чтобы заставить мистера Аллана продать землю. Здесь хотят строить новый квартал. Дом снесут. Какие уж теперь розы. Когда она подала Чимину лист, Чимин взялся переписывать рецепт, причем делал это не совсем привычным для себя способом. Он подражал чужому почерку, и выходило очень похоже. Если не вглядываться в детали, можно и вообще не отличить. «Мэм, а вы обращались в полицию по поводу пожара?» «А в страховую?» — уточнил он, потому что не слишком уж верил в случайности вокруг больших денег. «Обращались. Но от нас просто отмахиваются. Замыкание проводки, говорят, а действие страховки закончилось. И компания полгода тянула с переоформлением, все бумаги новые и новые требовали». Странно как-то. Тэхён тоже не верил в такие случайности. «Чимин, обсудим с коллегами?» Он навис у того над плечом, заглядывая в лист. «Ого! Ты пишешь шрифтом Спенсера». «Обсудим, разумеется», — согласился Чимин. «Нам нужны даты, адрес у нас есть, а связи с нынешним отделением тоже найдутся». Затем он обернулся к Тэхёну и даже как-то нравоучительно сказал: «Я знаю много шрифтов, но в данный момент я просто копирую то, что вижу». Представляешь, сколько документов можно подделать с таким почерком», — тихо сказал Тэхён. «Дарственные бумаги, завещания, письма, накладные. Им писали больше 50 лет. Любые документы, чтобы подтвердить право собственности и оригинальность картины, и не только». «Кажется, я понял, к чему ты ведешь». Чимин вновь вгляделся в витиеватые буквы. Увлеченный их стройностью, он как-то не успел подумать о таком, но не зря же у него был напарник, способный случайно, совершенно случайно находить общий язык с, казалось бы, случайными людьми, а потом получать такой подарок, как ценную информацию. И мне даже интересно, сколько всего мы можем обнаружить в процессе этого дела. Мысль о том, что этот лис Абера просто пешка в чьих-то руках, отпадала, когда Чимин смотрел на его почерк. Если он и правда написал этот рецепт, он точно не пешка. Пешки на такое не способны. «А что такое изопропиловый дибромбензиловой кислоты?» Тэхён сощурился, разбирая буквы. В скобочках написано бромпропилат. Это средство от насекомых», — откликнулась женщина. «Я его тоже спросила. Мальчика этого. Он написал мне понятное название». Тэхён застонал и запустил пальцы себе в волосы, взлохматив их еще больше. «Чимин, и если он еще и химик, мы его никогда не поймаем». «Только присутствие здесь, милые дамы, сдерживает меня от искреннего ответа на такое заявление», — фыркнул тот. «Мягко говоря, где наша не пропадала. И не таких ловили, не переживай. Зря мы, что ли, столько лет учились. Невозможно поймать только призрака. А этот, судя по описаниям очевидцев, вполне себе живой человек. Кстати, мэм, как бы вы описали его внешность?» «Ну, а вдруг это прекрасная женщина, и тут чем-то им поможет?»
Среднего роста. Некрупные черты лица, задумалась Мария. Волосы мягкие, волной, очень аккуратные, знаете, вот как вы. Она кивнула Чимину. В костюме. Кожа светлая. Я еще подумала, что у этого мальчика кожа нежнее, чем у большинства современных девиц в Калифорнии. Вот видишь, страшным шепотом сказал Тэхён. Светлокожий азиат. А вдруг он все-таки призрак? Мадам, закройте уши, пожалуйста. Со скалом в его сторону попросил Чимин. А потом одними губами еле слышно выцедил. Не пари херню, а? Призраков не бывает. Но он и сам задался вопросом, что же это за чудовище им приходится искать. Не понимаешь ты шуток? Надулся Тэхён и цапнул с блюда еще один сэндвич, пока Чимин заканчивал переписывать. Он бывал страшно обидчивым, когда не высыпался и дело не клеилось. Знал это за собой и предпочел занять рот чем-то более полезным, чем препирательствами с коллегой. Глава 9. Покинув дом Карморы, напарники немного погуляли по городу, затем вернулись в свой новый отель, в номер с шикарным видом и большими мягкими кроватями. После ужина Чимин сразу туда погнал уставшего Тэхёна, чтобы тот выспался. Поцеловал в щеку перед сном, а сам не мог улечься спать, пока не развернет на столе ту самую схему и не допишет очень важную информацию под именем в центре листа. Знак вопроса больше не так сильно мозолил глаза, но все еще казался издевательским. Чимин все-таки и сам уснул, прямо с рецептом в руке, который изучал в кровати, пытаясь по буквам разгадать, кто же их писал, пытаясь представить себе того светлокожего азиата со странным именем и познаниями в химии. Чимин видел его во сне, как размытую фигуру, сквозь дождь и туман. Он бежал за ним, но безуспешно. Фигура отдалялась, пока не исчезла в тумане, как самый настоящий призрак. А с утра Чимин снова переделал все дела. Звонки, вызов экспертов, отчеты. Он даже попробовал связаться с Вашингтоном по поводу пожаров в доме Карморы. Да, в каждом штате были свои законы и их блюстители. Но столица — это все-таки столица. Если полицию Лос-Анджелеса придет запрос на повторное расследование, полиции Лос-Анджелеса придется отвечать перед Вашингтоном. Чимин не будил Тэхёна, но оставил ему кофе и завтрак, а еще записку. Я на прогулку скоро вернусь. До полудня было уже не так и жарко. Выйдя из отеля, Чимин не планировал прогуливаться слишком далеко. Может быть, до набережной и обратно, а потом вдруг взял такси и поехал прямо на бульвар Уэствуд. Он не взял с собой удостоверение и не собирался пока задавать никаких вопросов. Пришел в галерею, к счастью, она там была одна, как обычный посетитель, и прогуливался не по набережной, а по залам, словно мог почувствовать, разглядеть через время чужой след. Тэхён спал и никак не мог проснуться. Приоткрывал глаза, чтобы веки тут же вновь сомкнулись под своей тяжестью. Вся живость оставила его еще по дороге в отель. Он едва поел и вяло кивнул Чимину, прежде чем скрыться в своей комнате. Все тело было тяжелым и неповоротливым. Было жарко, томительно жарко. Тэхён хотел встать, поздороваться с напарником, выпить кофе и заняться делами. Нужно было многое сделать за время в Лос-Анджелесе, но сил его хватило только скинуть с себя одеяло. Когда Чимин вернулся, в номере было тихо. Завтрак оставался нетронут и давно уже остыл, как и кофе. Чимин обеспокоенно постучался в комнату Тэхёна, приоткрыл дверь, заглянул внутрь и обнаружил его в постели, весьма бледного. «Эй, ты как?» Подошел ближе и мягко опустился на краешек. «Тэхёна, ты неважно выглядишь. Ты заболел?» Едва коснулся ладонью его лба и тут же выдохнул. «Ты весь горишь.
Позвать врача? Сам Чимин страшно не любил болеть. Даже обычную простуду переносил с трудом, потому что не мог долго лежать без дела. Скучал и мучился беспомощностью. Тэхён тихо застонал и заставил себя открыть глаза. Ему самому казалось, что это заслуживает медали. Кто бы мог подумать, что простейшие действия требуют таких усилий. Он попытался ответить, сглотнул и сделал еще одну попытку. «Извини, я второй день подряд проспал на работу, да?» Скрип наждачки, а не привычный бархат. «Сейчас я встану». «Никуда не вставай», — потребовал Чимин, нажимая на его плечо и заставляя лечь обратно. «Только до туалета, если нужно. В противном случае я привяжу тебя к кровати». Ему пришлось сделать еще несколько звонков. Врач приехал довольно скоро, диагностировал у Тэхёна простуду. Выписал лекарства и тоже посоветовал пациенту отлежаться хотя бы пару дней. Ничего серьезного, но Чмин пообещал, что будет следить за своим напарником. Он снова заказал еду в номер. Тэхёну нужно было поесть горячего супа и витаминов. Подкатив столик к постели, уже переодевшийся в мягкую фланелевую пижаму, Чимин попросил друга сесть и вручил ему поднос с тарелкой. А потом устроился рядом, включив телевизор. «О, это один из моих лучших фильмов!» Так удачно включил. Буквально в самом начале картины. Некоторые любят погорячее. Уселся так, чтобы не мешать Тэхёну есть, подложив под спину парочку подушек. «Чимин, ну зачем столько хлопот?» — слабо хрипел Тэхён, запивая таблетки. «Мне стыдно, что я тебя подвожу. Я же не отдыхать приехал». Он редко болел. Но каждый раз, когда это случалось, температура сбивала его с ног. «Молчи и ешь», — строго муркнул Чимин, покосившись на него. Он много раз смотрел этот фильм. Он никогда не уставал от него, ведь тот был веселым, авантюрным, не с любимой актрисой. Чимин знал почти все реплики Душечки наизусть и иногда произносил их вместе с ней, особенно в прекрасной сцене на яхте. И под конец заливисто хохотал. У каждого свои недостатки. Ой, я не могу. Каждый раз смеюсь, как в первый. Эй, Тэхёна, ты как? Тебе получше? Тарелку он еще в процессе убрал в сторону, на стол. Поднос туда же. Опустевшую чашку вместе с ними, а теперь обнял напарника и прижал к своему плечу, все еще посмеиваясь. Знаешь, есть фильмы на один вечер, а есть на всю жизнь. Все еще под впечатлением сказал. А какой у тебя любимый фильм? Здесь есть видеомагнитофон. Это был очень хороший современный отель. И салон внизу. Я мог бы принести кассету. Ты его наизусть знаешь, да? Тэхён был все еще слаб, но таблетка сделала свое дело. Температура немного упала. И из наших. Любой фильм Стэнли Кубрика. И еще французский. Мужчина и женщина. Хочешь еще посмотреть со мной кино? Если хочешь погулять по городу или сходить в бар, я не возражаю. Ты же не был в Лос-Анджелесе. Что за удовольствие просидеть со мной весь день? Я уже погулял с утра. Даже был в той галерее, отмахнулся Чимин. Ничего особенного не случилось, но там красиво. Если ты уснешь снова, я не буду тебе мешать. И, может быть, куда-нибудь схожу. А может, поваляюсь в ванной и почитаю. Но пока давай лежать вместе и смотреть фильмы. Тебе хочется еще чаю? Нужно побольше пить, как сказал доктор. Полежи, я принесу что-нибудь из твоего любимого. Потом еще почищу тебе апельсин. Тебе нужны витамины. И да, Тэхёна, я уже предупредил бюро, что у нас сегодня выходной. Так что о работе не думай. Поправишься быстрее. Хорошо, согласился тот. Знаешь, мне так нравится, как ты меня зовешь, Тэхёна. Есть в этом что-то такое. Меня так Саджун зовет, и его родители. И да, можно еще чаю. И подушку взбить.
И это на корейский манер. Меня Намджун научил. Часто зовет меня Чимина, причем так долго тянет эту гласную, не каждый раз смешно. Усмехнулся тот, вытащив из-под напарника подушку и занимаясь ею. Потом и следующую тоже взбил. Налил ему еще чаю, подогрев воды. Да, очень хороший отель с мини-кухней. Вернулся в кровать, сбегав в салон, принес несколько кассет. Из кубрика нашлась только Лолита. Мужчина и женщина тоже нашлись. Этот выбор Чимин оставил другу, но у них впереди был целый день. Можно было еще и пару фильмов посмотреть. У них не было «Спартака». Тэхён даже расстроился. Давай тогда мужчину и женщину. Я понимаю, что Лолита гениальна, но не могу пересматривать кино с 15-летней девочкой. Для меня это был фильм на один раз. Он выпил чай мелкими глотками, пока Чимин все настраивал, а потом подполз к нему поближе на кровати, устроил голову у него на плече. «Обо мне так давно не заботились», — тихо признался он. «Мне и стыдно, и очень приятно». «Чего же тут стыдиться?» Чимин прижал его плотнее и поправил одеяло, чтобы Тэхён был укрыт им. «Когда моя сестра была маленькой и болела, я часто за ней ухаживал. Оставался дома и пропускал школу вместе с ней. Родители были все на работе, а мы просто лежали и смотрели телевизор. Иногда я ей читал вслух, потому что она любила читать. Но когда болеешь, так быстро устают и болят глаза. Даже от экрана. Так что скажи, если заболят. Я могу принести тебе книгу и тебе тоже что-нибудь почитать. А ты подремлешь, если захочешь». «Ты меня разбалуешь». Тэхён поймал его пальцы и коротко поцеловал. «Я скажу, если устану. Спасибо тебе». Смотреть с Чимином любимый фильм Тэхёну оказалось еще лучше, чем с Арджуном. То и дело отпускал комментарии о сюжете и вынуждал Тэхёна с ним сначала спорить, а потом шипеть. Чимин нежную французскую мелодраму смотрел вдумчиво. Ему нравилась Франция, их язык и музыка, хотя некоторые особенно чувственные моменты заставляли немного смущаться. Когда и этот фильм подошел к концу, Чимин все-таки почистил апельсин, съел пару долек, а остальные отдал Тэхёну. Буквально силой в рот запихивал, не слушая возражений. Кажется, тому стало лучше, потому что под конец он смирился, перестал протестовать и вместе с апельсиновыми дольками, развлекаясь, прихватил пальцы напарника. «Сладкий», — заявил, облизывая губы от сока, справившись с последней долькой, и пальцы напоследок тоже лизнул. «Врач, конечно, сказал, что ты быстро поправишься. Но я не ожидал, что это случится через несколько часов», — заворчал Чимин, собирая кожуру в тарелку. Потом ненадолго вышел, чтобы вымыть руки от сока, выкинуть мусор и обновить чай. Вручил Тэхёну очередную горячую порцию. «Скоро закажу обед. Тебе нужно еще поесть». И сам сел с чашкой в руках. «Попозже, ладно?» Сонно пробормотал тот, снова сворачиваясь на кровати, едва сделав несколько глотков. Порезвился и устал. «Посиди со мной немного, хорошо?» Тэхён совсем в себе запутался. Наверное, нужно было свалиться с температурой, чтобы дать себе время остановиться и осознать происходящее. Он-то чувствовал себя очень взрослым, опытным и мудрым рядом с Чимином, то ребенком, который жмется к старшему брату в поисках заботы и тепла. Одно было ясно. Никогда он не привязывался к кому-то столь стремительно, и никогда его отношения с другими парнями не складывались так, на грани дружбы и какой-то болезненной нежности. Притом влюбленностью это не было. Тэхён такие вещи распознавал в себе сразу, но названия происходящему у него не было. С Чимином хотелось смотреть кино, лежать рядом на берегу океана, глядя на ночное небо, пить виски, болтать о всяких пустяках
и открывать то, что даже Саджону было трудно рассказать. Слушать его самого, работать вместе, обсуждать живопись. Смеяться, пить заваренный им чай, найти этого чертова Лисабера. С Чимином хотелось целоваться. До одури, подгибающихся коленей и сладких вздохов. А еще хотелось, чтобы Чимин погладил его по волосам и строго сказал: «Спи». И я посижу. Тот убрал чашки на столик. Дотянулся до книги, которая лежала на нижнем ярусе. Может, даже дольше, чем немного. Ты засыпай, и я буду здесь. Это звучало совсем не строго, а очень ласково. Устроился в кровати полулежа, подтянул к себе Тэхёна, обнимая, и, держа книгу на весу, принялся негромко, мелодично читать с того места, на котором недавно остановился. И тут меня вдруг обожгло озарение. Для каждого есть своя должность, но ни для кого нет такой, которую он мог бы сам себе выбрать. Описать и исполнять, как ему вздумается. Неверно желать новых богов, совершенно неверно желать что-то дать миру. Никакой обязанности не существует для пробудившихся людей, кроме одной — искать себя, укрепляться внутри себя, нащупывать свой собственный путь вперед, куда бы он ни привел. Это глубоко потрясло меня. И таков был для меня итог пережитого. Прежде я часто играл с образами будущего. Мечтал о ролях, которые могли быть уготовлены мне. Поэта, может быть, или пророка, или мага, или еще кого-нибудь. Все это был вздор. Я не для того пришел в мир, чтобы сочинять стихи, чтобы проповедовать, чтобы писать картины. Ни я, ни кто-либо другой не приходил в мир для этого. Все получалось лишь попутно. Истинное призвание каждого состоит только в одном — прийти к самому себе. Кем бы он под конец ни стал — поэтом, безумцем или пророком — это не его дело и в конечном счете не важно. Его дело найти собственную, а не любую судьбу, и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколебимо. Все прочее — это половинчатость, это попытка улизнуть, это уход назад в идеалы толпы, это приспособленчество и страх перед собственной сутью. Во всей своей ужасности и священности вставала передо мной эта новая картина, о которой я не раз догадывался, которую, может быть, часто уже облекал в слова, но которую действительно увидел только теперь. Я — это бросок природы. Бросок в неизвестность, может быть, в новое, может быть, в никуда. И сделать этот бросок из бездны действенным. Почувствовать в себе его волю и полностью предотвратить ее собственную. Только в этом мое призвание. Только в этом. But I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched till the time had run out. Make believing we're still together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water, like a teardrop in your palm. And it's a hard winter still.